А сегодня я хотел бы представить вам кое-что из того, над чем я давно работаю, и оно все время в развитии и меняется, и растет. And it's about the relationship of dots and text. Значит, это исследование об взаимоотношениях между точкой и текстом. And mostly I'll be reading from В основном я буду читать. From a text Заранее that is also growing. текста. And it's kind of, maybe one of the ideas about this text is it's kind of like a TV program. И этот текст тоже все время разрастается, и одна из идей его создания и написания должна была быть программа на телевидении. Like the news. Подобно сводке новостей. Okay. The title is called A Patient Waiter is No Loser. И название нашей презентации «Терпеливо ожидающий не проигрывает». And I'll just begin reading. So we can start, I guess. Okay. I'm compiling a text about dots and reading. И вот я в таком вялотекущем процессе составления текста о точках и чтении. Permutations of the red dot presented as text, sound and image. И о преображении прочитанной точки, представленной в виде текста, звука и изображения. On the screen behind us. И на экране за нами. This is the Morse code for S. Мы можем видеть код Морзе для латинской буквы S. The Morse S constitutes the same visual makeup as the ellipses, a punctuation character that denotes an intentional omission in text. И это фигура из 3 точек, код Морзе для буквы S, и представленная таким кодом. Буква S повторяет изображение многоточия, знака препинания, который повсеместно обозначает пропуск или опускание текста. Letters and symbols that can be and are constructed of dots or points to form legible characters are called dot matrix. Буквы и символы, которые можно составить и которые составлены из точек, и которые представляют собой читаемые и читабельные печатные знаки, называются матричными или точечно-матричными. The earliest depiction of toss juggling is Egyptian, from the 15th Beni Hassam tomb of an unknown prince, dating from the Middle Kingdom period of about 1994 to 1781 before Christ. И самое старинное изображение жонглирования мечами принадлежит египтянам и изображено на могиле неизвестного принца. И это изображение датируется периодом Среднего Царства, около 1990-1780-х годов до нашей эры. Text with electricity and tactility. Текст, заряженный электричеством и осязаемый. From early studies of electricity, electrical phenomena were known to travel with great speed, and many experimenters worked on the application of electricity to communications over a distance. Еще на раннем этапе изучения электричества было известно о высокой скорости перемещения заряда, и многие экспериментаторы старались применить электричество для удаленной связи. In 1746, the French scientist and abbot Jean-Antoine Nollet gathered about 200 monks into a circle of about 1.6 kilometers in circumference. И в 1746 году французский ученый и настоятель монастыря Жан-Антуан Нолле построил около 200 монахов в круг около 1,5 километров окружности. And with pieces of wire, и соединил их между собой кусками железного провода. He discharged a battery of Leyden jars. А потом он разрядил на этот провод лейденскую банку, батарею такую. So, yeah. Электрическую батарею. He electrocuted them. Да. He observed. Oh, is that okay? Да. Yeah. Okay. He observed that each monk reacted, for the most part, at the same time to the electric shock. И, в общем, опыт показал, что большинство монахов реагировало на удар электричества в один и тот же момент. Showing the speed of propagation. И это прекрасно продемонстрировало высокую скорость электрического тока. Or the transmission of electricity through the monks. Его прохождение через тела монахов. To be very high. Да, очень высокая скорость. Braille.
Брейли. The first true dot writing system, translated directly from the French as night writing, was invented and designed in 1815 by Charles Barbier, a captain in the French army. Первая настоящая система записи точками, в буквальном переводе с французского «ночное письмо», была изобретена в 1815 году капитаном французской армии Чарльзом Барбье. The characters of his night writing, developed in response to Napoleon's demand for a code that soldiers could use to communicate silently and without light at night. Знаки ночного письма, разработанные по запросу Наполеона, предназначались для беззвучной коммуникации солдат в темноте или ночью. Consisted of a 6x6 grid, which included most of the letters of the French alphabet, as well as frequently used digraphs and trigraphs. И они строились на основе сетки 6 на 6 и включали большинство букв французского алфавита, а также часто используемые сочетания 2 и 3 букв. As is common with many military inventions, the night writing system soon found use in civil society. И как часто случается со многими изобретениями военного характера, система ночного письма вскоре нашла гражданское применение. In 1821, Barbier brought night writing to the Paris Institute of the Blind, where it was temporarily adopted as a writing system. И в 1821 году Барбье представил ночное письмо в Парижском институте слепых. И там оно было принято на время в качестве системы письма для слепых. A 12-year-old attendant of the institute found the system too difficult to understand, and he set about devising his own. И одному из посетителей этого института для слепых, 12-летнему, показалась эта система слишком сложной, и он решил разработать свою собственную. Using the same implement with which he had blinded himself at the age of 3. И разрабатывал он ее с помощью того же самого инструмента, с помощью которого ослепил себя в возрасте 3 лет. Louis Braille completed his system in 1824, aged 15. И он завершил разработку этой системы в 15 лет. Braille's six-dot system was ingenious in the fact it allowed recognition of letters with a single fingertip. И брейлевская шеститочечная система была абсолютно гениальна и оригинальна и позволяла распознавание букв одним прикосновением пальца. These dots consisted of patterns in order to keep the system easy to learn. Во-первых, все эти точки ощущались одновременно, во-вторых, они складывались в легко запоминаемые узоры. И да. Braille offered a blind person the ability to be able to both read and write, providing enormous benefits in comparison to other raised alphabet systems of the day. Итак, Брейль предложил слепым возможность и писать, и читать, что было огромным преимуществом по сравнению с другими системами выпуклого письма. Braille later extended his system to include notation for mathematics and music. И позже Брейль включил в свою систему также математические и музыкальные знаки. The first book in Braille was published in 1829 under the title Method of Writing Words, Music and Playing Songs by means of dots for use by the blind and arranged for them. So a long title. В 1939 году Брейль опубликовал детали этого метода, разработанного для переписки. Нет, рукой. Sorry. It's okay. It's coming. Так что первая книга, напечатанная в системе Брейля, была выпущена в 1829 году под названием «Метод записи слов, музыки и простых мелодий посредством точек, разработанных специально для слепых». Математики. In 1839, Braille published details of a method he had developed for communication with sighted people, or those who could not read Braille. А в 1839 году Брейль опубликовал детали метода, который он разработал специально для переписки со зрячими, либо с теми, кто не владел системой Брейля. Called Telegraphy, which this is an example behind us on the screen. И система называлась Telegraphy, есть такое слово? The system used patterns of dots to approximate the shape of printed characters. Она использовала узоры из точек, которые были максимально приближены к написанию печатных букв. Louis Braille and his friend Pierre Foucault went on to develop a machine to speed up the somewhat cumbersome system, which was eventually to be replaced by a typewriter. И Луи Брейль и его друг Пьер Фуко разработали машину для ускорения несколько медлительного процесса печати, и впоследствии ее заменила печатная машинка. I think that in part refigraphy presents a distillation, a shift and a cross-pollination in the construction
and recognition of characters in the Western alphabet system, and also precludes the dot matrix faces we see used today. И в некоторой степени орфография представляет собой такую суперочищенную выжимку из построения и узнавания знаков западных алфавитов, является предшественницей точечных шрифтов, которые мы сейчас используем. Quotation. Yeah. Back on the slide. Oh, that's nothing. Okay. I can skip it. Telegraphy. Not long after the advent of Braille, early telegraphy, the long-distance transmission of written messages without physical transport of letters, was being developed. Значит, мы теперь говорим о телеграфной связи. Вскоре после появления системы Брейля появились первые разработки телеграфии, способы передачи письменных сообщений на дальние расстояния без физического перемещения изображения букв. The first telegraphs came in the form of optical telegraphs, including the use of smoke signals, beacons, or reflected light. Значит, первые телеграфы были оптическими и использовали, например, дымовые сигналы, сигнальные огни, либо сигналы отраженным светом. In 1833, in Göttingen, Germany, Carl Friedrich Gauss and William Weber built and used the first electromagnetic telegraph for regular communication. В 1833 году в Геттингене, Германия, Карл Фридрих Гаусс и Вильгельм Вебер построили и использовали первый электромагнитный телеграф для регулярного сообщения. Their telegraph connected the observatory with the Institute for Physics in Göttingen. Этот телеграф связывал обсерваторию с Геттингенским институтом физики. The first commercial electrical telegraph was constructed in Great Britain by Sir William Fothergill Cooke. Первый коммерческий электрический телеграф был сооружен в Великобритании сэром Уильямом Куком. Cook and Charles Wheatstone, a British scientist, patented it in May 1837 as an alarm system. Кук и Чарльз Уинстон, британский ученый, запатентовали этот электрический телеграф как сигнализацию. The telegraph came into operation on the 9th of July 1839 on the Great Western Railway in Britain. It ran for 21 kilometres from Paddington Station to West Drayton. В 1839 году этот электрический телеграф стал эксплуатироваться на западно-британской железной дороге, и провода тянулись на 21 километр от Паддингтона до Вест-Дрейтона. At the same time, an electrical telegraph was being independently developed and patented in the United States. В то же самое время, и независимо от их разработок, электрический телеграф был сконструирован и запатентован в Соединенных Штатах. In 1837, Samuel F.B. Morse and his assistant Alfred Vail developed the Morse code signaling alphabet. В 1837 году Сэмюэл Морзе и его помощник Альфред Вейл разработали кодовый сигнальный алфавит Морзе, A code in which letters are represented by long and short signals of light or sound. система, в которой буквы были представлены в виде долгих или кратких вспышек света, либо долгих или кратких звуковых сигналов. Visually speaking, the equivalent of a dash and a dot on a thin strip of paper. Визуально она представлялась тире для длинных сигналов и точками для коротких на узкой полоске бумаги. America's first telegram was sent by Morse on the 6th of January 1838 over 3 kilometres of wire at the Speedwell Ironworks near Morristown, New Jersey. Первая американская телеграмма, которую Морзе послал в 1838 году по 3-километровому проводу, направлялась на Спидвеллский металлургический завод неподалеку от Моррисона, штат Нью-Джерси. The message read, "A patient waiter is no loser." И в послании говорилось: терпеливо ожидающий не проигрывает. Patient waiter is no loser. Да. Yep. For its commercial debut in America on the 24th of May 1844, В качестве коммерческого дебюта 24 мая 1844 года Morse sent the message, "What hath God wrought?" Морзе послал сообщение: «Вот что творит Господь». Quoting Numbers 23:23 from the Bible. Это цитата из главы 23 Библии. He sent it from the old Supreme Court chamber in Washington to the old Mount Clair depot in Baltimore. Эта телеграмма была отправлена из зала заседания Верховного суда в Вашингтоне на старые Маунт-Клерские склады в Балтиморе. This very dramatic message was chosen by Annie Ellsworth of Lafayette, Indiana, the daughter of Patent Commissioner Henry Leavitt Ellsworth.
такое полное драматизма сообщение выбрала Энни Элсворт из штата Индиана. Она была дочерью патентного комиссара Генри Литвита Элсворта. The Morse-Vale telegraph was quickly deployed in the following 2 decades, and the overland telegraph connected the west coast to the east coast of the continent by the 24th of October 1861, so about 20 years, bringing an end to the Pony Express. И линии телеграфа Морзе-Вейля на протяжении 2 последующих десятилетий активно вводились в строй, и 24 октября 1861 года соединили восточное и западное побережье континента, положив конец почтовой компании Pony Express. When Morse code was adapted to radio, the dots and dashes were sent as short and long pulses. Когда Морз начал применять радиосвязь, точки и тире пересылались в виде коротких и долгих импульсов. It was later found that people became more proficient at receiving Morse code when it is taught as a language that is heard instead of one read from a page. И было со временем обнаружено, что людям лучше удается распознавать коды Морзе, когда этим кодом обучают как языку, воспринимаемому на слух, а не на бумаге. To reflect the sound of Morse code, practitioners began to vocalize a dot as dit and a dash as da. И для передачи звучания кодов Морзе специалисты начали использовать такие слова «дит» для точки и «да» вместо тире. On December the 12th, 1901, Guglielmo Marconi transmitted the telegraphic signal of the Morse code letter S, dit, 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 across the Atlantic Ocean from Poldhu in Cornwall, England, to St. John's, Newfoundland. 15 декабря 1901 года Гильермо Маркони передал по телеграфу букву «С» «дит-дит-дит» через Атлантический океан из Корнуэльского Полду в Англии в городок Сент-Джонс в Ньюфаундленде. The first transatlantic wireless test signal was the letter S repeated over and over. Так что первой беспроводной трансатлантической телеграммой стала бесконечно повторяемая буква «С». Telegraphy has played a strong part and has led to the internet and email technologies we know and use today. Телеграф сыграл существенную роль или как минимум задал направление для развития технологий интернета и электронных сообщений, знакомых и доступных нам сегодня. This is a quote from Charles Wheatstone. This is Charles Wheatstone who sent the message, "A patient waiter is no loser." And this is a quote about his experience when his invention worked. So, how was he connected with the patient waiter? He was one of the British scientists that invented the telegraph. Yeah. Yeah. And the quote is, okay, did I feel such a tumultuous sensation before, as when, all alone in a still room, I heard the needles click, and as I spelled the words, I felt all magnitude of the invention pronounced to be practicable beyond cavil or dispute. Yeah. Непроизносимая игра слов. Цитата из Чарльза Уитстоуна. Я не могу это дословно перевести. В общем, о том, что это удивительное ощущение, когда словно в тихой и пустой комнате раздается совершенно лишний звук, щелчок, и я произношу им слова и чувствую, как вся сила этого изобретения выражается в очень практических вещах и не требует никакого обсуждения или утверждения. The most balls juggled is 10 by Italian juggler Enrico Rastelli. Самое большое число мячей, которые могут использоваться в жонглировании, зафиксированное было 10, и им жонглировал итальянец Энрико Растелли в 1896-1931 годах. А это уже другая. Light emitting diode. Это светодиоды. Oleg Losev was a Russian scientist and inventor. Олег Лосев был русским ученым и изобретателем. In the course of his work as a radio technician, he noticed that diodes used in radio receivers emitted light when current was passed through them. В процессе своего изучения, своей работы как радиотехник, он заметил, что диоды, которые используются в радиоприемниках, излучают свет, когда через них проходит ток. In 1927, Losev published details in a Russian journal of the first ever light emitting diode.
И в 1927 году Лосев опубликовал в русском техническом журнале самую первую в мире статью о светоиспускающих диодах. Just over 4 decades later, the evil American company Monsanto became the first organization to mass-produce visible LEDs. А всего 4 десятилетия спустя очень злонамеренная американская компания Monsanto стала первым массовым производителем светоиспускающих диодов. They used gallium arsenide phosphide in 1968 to produce red LEDs suitable for indicators. Did you read that already? No. Okay. Для того, чтобы эти светодиоды испускали красный свет, они использовали арсенид галлиума, фосфид арсенид галлиума. These dots were first introduced in handheld calculators designed by Hewlett-Packard. Впервые эти светодиоды были представлены для портативных калькуляторов производства компании Hewlett-Packard. It requires light to illuminate not the text itself, but the space around the text. Свет требуется для того, чтобы освещать не текст, но пространство вокруг текста. It requires light to illuminate the text itself, not the space around the text. There's no slide. Anyway, that's good. Так что, вторая цитата в качестве дискуссии, что свет требуется для того, чтобы освещать сам текст, а не пространство вокруг него. Paul Nouget was a Belgian poet, instigator and theorist of the Surrealist movement in Belgium. Пол Нуже, бельгийский поэт, провокатор и теоретик движения сюрреалистов. Between December 1929 and February 1930, Nouget created 19 photographs, which were finally published in 1968 with the title Subversion of the Images. Зимой 29-30 годов Нуже снял 19 фотокадров, которые были в результате опубликованы в 1968 году под названием «Отрицание образа». This image, titled A New Way of Juggling, forms part of this series. И, например, вот это изображение, которое называется «Новый способ жонглирования», входит в эту серию. Juggled on a flat surface, black dots of diminishing sizes appear like punctuation marks. Размещенные на плоской поверхности черные точки все уменьшающегося размера напоминают нам знаки препинания. This is a quote about full stops by Gertrude Stein. Это цитата из Гертруды Штайн о точке, как в конце предложения. Periods have a life of their own, a necessity of their own, a feeling of their own, a time of their own. Что точка, как конец предложения, точка имеет свою собственную жизнь, свою собственную необходимость и свои собственные ощущения, даже свое собственное время. And that feeling, that life, that necessity, that time can express itself in an infinite variety. That is the reason I've always remained true to periods. И это чувство, эта внутренняя жизнь и необходимость, это время могут самовыражаться в бесконечном разнообразии. Вот почему я всегда остаюсь верной точкам. All these attempts were based on the idea of unifying graphics and photography, so that lettering and pictures would become one whole. Все эти попытки были основаны на идее объединения графического изображения и фотографии, так, чтобы надписи и изображения слились воедино. This is a quote from Cyrith Wynne Evans about a piece of his artwork. А это цитата из Сирита Вин Иванса о своей работе. Formerly, they're made up of dots. They even have this dotty printed matrix thing about them. Формально это все составлено из точек, и у них даже есть некое точечно-матричное качество.
you know the ease with which language is made up of points, these points. И, знаете, легкость каждого языка формируется именно этими точками. Английский тоже. A dot matrix printer, or impact matrix printer, is a type of computer printer with a printhead that runs back and forth or in an up and down motion on the page. Точечно-матричный принтер или ударно-матричный принтер – это способ печати с помощью печатной головки, которая ходит взад-вперед, вверх и вниз по листу бумаги. It prints by impact, striking an ink-soaked cloth ribbon against the paper, much like a typewriter. И печать производится путем удара через пропитанную чернилами тряпичную ленту на бумагу, почти так же, как это делает печатная машинка. However, unlike a typewriter or daisy wheel printer, letters are drawn out of a dot matrix, and thus varied fonts and arbitrary graphics can be produced. Но, однако, в отличие от печатной машинки или других лепестковых принтеров, буквы формируются на основе точечной матрицы, и поэтому могут быть представлены различные шрифты и необходимые дополнительные графические символы. Because the printing involves mechanical pressure, these printers can create carbon copies and carbonless copies. А так как в этот способ печати вовлечено ударное нажатие, то он позволяет также делать и копии различные. Each dot is produced by a tiny metal rod, also called a wire or pin, which is driven forward by the power of a tiny electromagnet or solenoid, either directly through small levers, balls. И каждая точка, каждая точка делается небольшим крошечным металлическим стерженьком, который имеет специальное типографическое название, я не умею это слово говорить по-русски, которое приводится в движение и ударяет по бумаге после импульса от небольшого электромагнита либо электромагнитного клапана. Либо напрямую, либо через небольшие специальные рычажки передаточные. Плансон называется. Что? Это то, что вы можете перевести за плансон. Возможно. Панч? Нет, сам стерженечек. Ну, как он называется? Вот Панч? я вот это слово читала по-русски, я не знаю, как это называется, я не брала. Значит, плансон. Okay. Facing the ribbon and the paper is a small guide plate, pierced with holes to serve as guides for the pins. The moving portion of the printer is called the printhead, and generally when running the printer as a generic text device, prints one line of text at a time. За лентой и бумагой этот удар встречает небольшая направляющая пластина, которая часто изготавливается из искусственных кристаллов, например, сапфиров и рубинов, в которых проделаны специальные дырки, которые позволяют направлять движение этих плансонов. И таким образом двигающаяся часть принтера, также называемая печатной головкой, производит текст при движении. Most dot matrix printers have a single vertical line of dot making equipment on their printheads. Others have a few interleaved rows in order to improve dot density. В большинстве матричных принтеров только одна вертикальная линия, столбик печатающих точки стерженьков на головке, но у некоторых повышено это качество для уплотнения точек на печати. The first dot matrix printers were introduced pretty much simultaneously in 1970. Первые матричные принтеры были представлены почти одновременно в 1970 году. The first, the LA30, was a 30 character per second dot matrix printer introduced by Digital Equipment Corporation of Maynard, Massachusetts. И первый из этих принтеров LA30 мог печатать
30 букв в секунду или знаков. И был представлен компанией Digital Equipment из Массачусетса. It printed 80 columns of uppercase only 5x7 dot matrix characters across a unique sized paper. И он мог печатать 80 столбцов заглавных букв сеткой 5x7 на стандартизированного размера бумаги. The second printer, Второй принтер, the Centronics Model 101, was introduced at the 1970 National Computer Conference. назывался Centronic модель 101 и был представлен на национальной компьютерной конференции в 70-м году. The printhead used an innovative 7-wire solenoid impact system. И его печатная головка использовала новейшую систему ударной печати с помощью 7-проводного электромагнитного клапана. Based on this particular design, Centronics later made the claim to have developed the first dot matrix impact printer. И именно с отсылкой на эту разработку Centronic потом объявила, что именно они сделали первый ударный матричный принтер. Or, as suggested by a lover, these early digital letter transformations could be regarded as the technological catalyst or a reconciliation to the present-day digitization of typefaces for use in all modern processing and viewing devices. И, как было однажды сказано, эти ранние опыты цифрового представления букв или преображения букв могли рассматриваться как технологический катализатор или объединение всех наличных идей, которые привели к оцифровыванию всех шрифтов для использования в современной печати и приборов для изображения текста. When the first dot matrix printers came out, my dad picked one up for our home computer. Это цитата из Габриэль Блэр. Когда появились первые матричные принтеры, мой отец принес один домой. We figured out that we could print 1 million dots, 5,000 dots per page onto 200 pages, and put the printouts all over the walls of his classroom, so that his students could get an idea of what 1 million was. И мы придумали, что можно напечатать 1 000 000 точек по 5000 точек на каждой из 200 страниц и развесить все эти отпечатанные листы по стенам классной комнаты для того, чтобы дать учащимся представление о том, что такое миллион. This was a big idea at the time, to actually be able to visually see or hold in your hand 1 million of something. И в то время это была такая очень необычная идея, действительно увидеть или даже подержать миллион чего-нибудь. This is a quote from Anthony Hyman, Теперь цитата из Энтони Хайна, who wrote one of the first books about the computer for design. Он написал одну из первых книг по использованию компьютера в дизайне. One way representation has entered design is through the gradual stylization of designs until they become almost abstract and may come to be regarded as purely patterns which have lost their original symbolic meaning. Один из путей, которым изображение пришло в дизайн, было постепенная, все большая стилизация изображений и дизайнов, пока, наконец, они не превратились в практически абстрактные и могли быть уже рассматриваться как абсолютно чистые паттерны, которые потеряли свой изначальный символический смысл. A few months ago, I swapped a book for this typeface. Несколько месяцев назад я обменял книгу вот на этот шрифт. But my interest in the typeface preceded the exchange by about a year or so. Но мой интерес к этому шрифту предшествовал самому факту обмена примерно на год. Having wanted the typeface for a while, even trying to sneak it into commissioned work, naturally I was quite excited about it. И
Я давно уже интересовался им и даже хотел ставить в какой-нибудь заказ, и поэтому, естественно, был очень взволнован таким обменом. This typeface is called Dot Matrix Text, and it was designed by Cornwell Winland in 1999. Этот шрифт называется точечно-матричный текст и был изобретен в 1999 году Корнелом Виндлином. To quote Winland, И цитата из Виндлина. I set it as a challenge to myself to create a matrix font that had a grid that is a bit more complex than the usual strict dot matrix grid. Я поставил себе задачу создать матричный шрифт, который имел бы немного более сложную сетку, чем привычно строгая точечная матричная сетка. The idea was to create a font that had a bit more personality than the usual results of such experiments, and that would be more easily readable. Моим желанием было создать шрифт, в котором было бы немного больше индивидуальности, чем в обычных результатах подобных экспериментов, а также мне хотелось, чтобы он легче читался. Herbert Spencer. Спенсер. New media and new techniques of reproducing the visible word are providing new opportunities for alphabetic communication, as well as imposing changes in the design of the signs we employ. Новые средства и способы воспроизведения видимых слов обеспечивают нас новыми возможностями алфавитных коммуникаций, а также привнесение изменений в дизайн используемых знаков. The reconsideration of our alphabet is therefore no longer merely a theoretical exercise, but an activity which, on practical grounds, it is today both desirable and opportune to pursue with vigour. Так что переосмысление нашего алфавита больше не является отвлеченным упражнением мысли, но является деятельностью, которая в реальной жизни желательна и доступна для настойчивого искателя. This is Dutch type designer Martin Mayor working on the train. Это голландский дизайнер шрифтов Мартин Мейер. In more recent times, a budding type designer's first typeface is quite likely to be a dot matrix. В прежние времена первым шрифтом начинающего дизайнера скорее всего становился точечно-матричный. This is the case with the Dutch type designer Martin Mayor, for example. Это именно то, что случилось с Мартином Мейером. A printed receipt with dot matrix characters brought home by his father one evening Однажды его отец принес домой распечатанный на точечном принтере showing the results of his chess game fascinated Mayor with the realization that by using only a few dots you could produce a letter. И это была распечатка. Это была распечатка шахматной игры. Майор был настолько очарован возможностью воплощения несколькими точками разнообразных букв. В общем, очарован. Not being allowed, after asking, to have the receipt from his father, it was for his personal archive. Young Martin borrowed the receipt and traced it letter for letter, compiling his first digital typeface. Такая выписка из игры предназначалась для личного архива его отца, поэтому Мартину не было позволено забрать ее, но было позволено взять на время, и он срисовал все буквы одну за другой, и таким образом создал свой первый собственный шрифт. Unknown, quote, "You know what I love? Beautiful type, gorgeous books, letterpress, ink, and the swish of the pen." Цитата из неизвестного. Знаете, что я люблю? Красивые шрифты, прекрасные книги, печатный пресс, чернила и росчерк пера. The flow of thought communicated through the way words are placed on a page, and the artistry and design intent hidden behind a functional form. Люблю, когда поток мыслей, выраженный помещенными на страницу словами, и скрывает художественные и конструктивные намерения за своей функциональной формой.
You know what I work with? Yep, that's right. Grids and dots, LCD displays and CRT monitors. Знаете, с чем я работаю? Точно. Это сетки и точки. ЖК, экраны и ламповые мониторы. Awareness of dots should be developed from the earliest encounters with text. Осознание точки должно развиваться с самого первого знакомства с текстом. Цитата из очередного неизвестного. Dot dash, dot dash, dot dash, dot dash, dot dash, dot dash. Точка, тире, точка, тире, точка, тире, точка, тире, точка, тире, точка, тире. Dip flash, dip flash, dip flash, dip flash, dip flash, dip flash. Провал, вспышка, провал, вспышка, провал, вспышка, провал, вспышка, провал, вспышка, провал, вспышка. Don't crash, don't crash, don't crash, don't crash, don't crash, don't crash. Не разбей, не разбей, не разбей, не разбей, не разбей, не разбейся. These letters might have also been produced by fire or by stones placed in an intelligible way on the ground. SOS. Эти буквы могли бы быть представлены и огнем, или расположенными определенным читабельным способом камнями на земле. Например, в значении SOS, сигнал SOS. Either a planet, Или в словах планета, a sun or a star, солнце, звезда, a stain, пятно, the button, пуговица, the wheel, колесо, a coin, монета, the donut's hole, дырка бублика, remnants of a pushpin, сломанная кнопка, pupil of an eye, зрачок, a row of boulders, ряд валунов, a ball, мяч, a drop of blood, капля крови, a particle, частица, a pimple, прыщ, a frightened caterpillar or a shielded armadillo, испуганная гусеница или защищенный броней броненосец etc. и тому подобное. Robert Louis Stevenson. Цитата из Роберта Льюиса Стивенсона. What a spectacle on some clear dark nightfall from the edge of Hampstead Hill, when in a moment, in the twinkling of an eye, the design of a monstrous city flashes into vision, a glittering hieroglyph many square miles in extent, and when, to borrow and debase an image, all the evening street lamps burst together into song. Какое зрелище, когда в какую-нибудь ясную и темную ночь с края Хэмпстед-Хилла в одну секунду, в мгновение ока, вдруг возникает образ гигантского города, вспыхивает мерцающим иероглиф, растянутый на много квадратных миль. И все это, когда уличные фонари хором вступают и начинают свою песню. This is Dutch artist Peter Struycken, and he's being either strangled or given a medal by the Queen of Netherlands. А это голландский художник, которого зовут Питер Стрюкен, и на этой фотографии вы можете видеть, что его то ли душит, то ли награждает медалью королева Голландии. Distances between points, relative distances, represent a minimal fact which does not carry meaning within itself. Расстояние между точками и относительные расстояния представляют тот минимальный факт, что никакого значения в этом факте нет. It is unpretentious material, but one may do a lot with it, as we have seen. Это такой непритязательный материал, но каждый может сделать из него то, что угодно, что только видит. The meaningful portrait is built of the most meaningless of elements. Самое полное значение и содержание портрет составлен из самых малозначных элементов. I use the least associative and least meaningful elements I know, the space between dots. Я использую элементы с минимальным числом ассоциаций и значений, а именно пустые места между точками. Generally, visual images can be conjured by either densely grouping or thinning out of dots. И в целом все видимые изображения могут быть составлены или уплотнением, или разрешением группы точек. The dots themselves do not refer to an outside reality. Сами точки не делают отсылок
к внешней реальности. As a designer, I'm fascinated by the similarity of some of the dots with a particular thing, thus generating a specific meaning. И как дизайнер я очарован тем, как похожа может быть группа точек на какой-либо предмет или объект, и как она тем самым производит, создает специфический смысл. Presided over by them, those dirty dots, frenetic electricity from behind, with light projecting your own standard message punched out in holes, much like a mask. In this place it says welcome, with no exclamation, and then it just goes around in circles. One. Они управляют нами, гадкие точки, пропитанные электричеством, испускающие свет. Ваши собственные обычные сообщения пробиты дырками и напоминают маску. И вот здесь говорится «добро пожаловать», но безо всякого восклицательного знака. И зацикленно повторяется. Max Brownsma. Digital face, shadows that flicker in halves of 0.02 seconds. Цитата из Макса Бринсма. Лицо на дисплее, лишь мерцающее со скоростью раз в 0,02 доли секунды тени. This is a conclusion. А теперь переходим к заключительному. When thinking about these dot characters, certain economies of form and the reproduction of that form are visible. При взгляде на точечный матричный знак видна ощутимая экономичность формы и ее самовоспроизведения. Compared to the varied skeleton structures required for written alphabetic characters, those most familiar to us in daily writing and reading, a shift and an alternative in the construction of dot characters is apparent. По сравнению с разнообразными каркасными структурами, необходимыми для написания букв алфавита и столь знакомыми нам по ежедневному чтению письмо, разработка точечных знаков стала очевидным сдвигом альтернативой. This shifting suggests substitute opportunities for the making and viewing of these characters, and therefore adjusts the transmission and reception of their messages. Этот сдвиг предлагает взаимозаменяемые возможности изображения и визуального восприятия точечных знаков и таким образом регулирует передачу и получение записанных ими посланий. Concerning typefaces, a dot characters assembly usually relies on the duplication of a single form within a grid structure, a structure that is either created or prescribed. Что касается шрифтов, структура точечных матричных знаков основывается на повторении одной единственной формы на основе сетки, которая или создается, или задается изначально. This assembly, when compared to skeleton characters and the embellishments that they are subjected to when formed into typefaces, особенность такой структуры по сравнению с каркасными знаками, которые в форме шрифтов, a consequence of reference, expression, aesthetics, decoration, function, intention, and exclusivity, которые в форме шрифтов подчиняются череде привнесенных отсылок к экспрессии, эстетике, функциональности, украшательства, значения и стремления к оригинальности. The formal connotations intrinsic to dot characters are, simply by association, greatly minimized. Внешние ассоциации, присущие точечным знакам, сильно урезаны благодаря самой форме. The dots simply join together to uniform characters. Это просто точки, соединенные в буквы. Further, as carriers and transmitters of information, dot characters might wander closer in meaning and intention to something like an ideogram. И в дальнейшем точечные знаки, как передатчики информации, могут сместиться по своим значениям и назначению ближе к идеограммам. An ideogram is something that symbolizes the idea of a thing without indicating the sounds used to say it. Обозначая образ предмета, а не звуки, которые используются, чтобы назвать его. This is because the production and reception of dot characters are bound up in relatively recent technologies. И это потому, что изображение и восприятие точечных знаков тесно связаны с современными технологиями. They carry a tactility, tangibility, and a certain sense of implied historical abstraction that is as familiar as it is ubiquitous. Таким знаком присуща реальность и некоторое ощущение привнесенной абстрактной идеи, настолько же узнаваемой, насколько она вездесуща. This familiarity mimics, and in a strange way performs, quickly changing ideas and relationships towards reading and technology in our daily lives. Такая узнаваемость подражает и странным образом выражает быстро сменяющиеся представления и отношения к чтению
и присутствию технологий в повседневной жизни. Generally, these are characters that become a conveyance of information or instructions in daily society. И в целом именно этими знаками доносится информация и инструкции в общественной жизни. Destinations, services, warnings, encouragements, temptations, time and temperature, implying themselves forthright, dot characters operate without theory. Their presence is accepted as an empirical fact. Направление, услуги, предупреждения, побуждения, искушения, время и температура воздуха. Они прямо доносят свое послание. Точечные знаки не приемлют трактовок. Их присутствие воспринимается как данность. And yet, over the generations since their introduction into objects, the dots are being refined to the point of invisibility to the human eye. И все же, как результат развития со времени их внедрения в сферу предметного восприятия точек дошло до ощущения их невидимости человеческим глазом. To those objects that already exist and continue to show messages up to the present day, like containers turning into repositories, a sensation of ambiguous immateriality becomes bestowed to their characters. Те основанные на точечных посланиях объекты и устройства, которые уже существуют и до нашего времени передают сообщения, словно переходят из разряда вместилищ в разряд хранилищ. Они припечатаны двухсмысленным ощущением своей нематериальности. Glowing even into the daylight, their uncomplicated, functional, ultra-binariness, which goes rudimentarily unnoticed, must affect reading. Испускающая свет даже днем, их неусложненная функциональная ультрабинарность, незамечаемая изначально, должна в результате сказаться на чтении. Reading words constructed of dots is much different from reading words constructed of lines. И чтение слов, которые составлены из точек, грандиозным образом отличается от чтения слов, составленных из линий. I'd like to close the television program now. With А the на этом наша theme song. телепередача заканчивается. И на титрах у нас будет песня финальная.
Any questions? Вопросы?